То есть на голом месте мои 47 килоом, кроме того, что они дают правильную, значит, замена 47 килоом на 150 килоом, кроме того, что улучшает АЧХу, оно еще и на 5 дБ снижает шумы, так называемые найквестовские шумы. Вот что это такое. Почему она названа охлажденка? Потому что у меня есть такой друг в Голландии, он француз, Марсель Ван де Живель. Так вот, он в 2002 году разработал, взяв из радиотехники 1939 года эту идею снижения шумов резистора на входе там радиопередатчиков каких-то. Он это перенес в аудиотехнику в 2002 году и, значит, показал, как увеличением, скажем, в 10 раз 47 килоом сделал 470 килоом, а не 47. Но для того, чтобы головка видела, что ее все-таки нагружают, чтобы не было резонанса АЧХи, он с другого конца этого резистора подключил усилитель с коэффициентом усиления минус 10. И таким образом у него вот этот резистор входной 470 килоом, он как бы подключен к инвертирующему усилителю с усилением 10. То есть входной ток остался тот же самый. А шумов, в связи с тем, что у тебя резистор не 47, а 470 килоом, в корень из 10 раз стало меньше, то есть в 3 раза меньше. Он выиграл по шумам вот этого резистора. Охлажденкой назвал, потому что в формуле шумов резистора Найквеста там есть еще температура. Так вот эта штука, она эквивалентна тому, что он снизил температуру с 27 градусов Цельсия в 3 раза, в 10 раз. Вот, и в корне с 10 уменьшились шумы. Поэтому назвали так смешно, назвали охлажденка. Да. Я хочу еще раз, опять же, уточнить параметры этого предусилителя, о котором мы рассказываем. Частотный диапазон соответствует кривой РИА, и вообще сформирован частотный диапазон от 1 Гц до 45 кГц. Коэффициент усиления на 1 кГц, это я смотрю, Да, для МС следующее. Частотный диапазон от 1 Гц до 45 кГц. Коэффициент усиления на частоте 1 кГц 49 дБ. Номинальное выходное напряжение 1,4 вольта. Отношение сигнал-шум более 85 дБ, взвешенное по кривой А. И коэффициент гармонии для входного сигнала в 5 мВ на 1 кГц меньше 60 тысячных. Или 4 нуля 6, короче говоря, после запятой. Вот такие вот параметры. При этом необходимо отметить, что параметры таких устройств, в частности, это весьма критично для предусилителей и корректоров, должны строго соответствовать стандарту для того, чтобы их можно было сравнивать между собой. Вот я сейчас зачитаю критичные опции, которые при этом должны быть соблюдены. Они все учитываются в стандарте, но в целях спекуляции многие производители, практически все, желая подать свой товар лучше, это обходят, и у них параметры получаются просто какими-то запредельны. Для того, чтобы параметров корректора можно было сравнивать между собой, они должны строго соответствовать регламенту, установленному в частности ЕС 619-38. В данном случае вход устройства не должен быть закорочен, а должен быть нагружен на эквивалент головки. Для ММ это контур, состоящий из индуктивности 500 миллигенри, последовательно с резистором 1 кОм, параллельно подключенным к ним емкости 125 пикофарад, а для МС головки 10 Ом. Номинальный уровень входного сигнала для ММ головки это 5 мВ, это стандартная установленная величина, и только при ней можно тестировать предусилитель, чтобы выяснить, какие же параметры он обеспечивает, а для МС головки это 0,3 мВ. А шумовые параметры должны быть взвешены по кривой А. Таким образом, если, например, закоротить
вход корректора и измерить его параметры, получится, что у него сигнал шум 120 дБ, в то время как вот этот предусилитель обеспечивает 85 дБ соотношение сигнал-шум взвешенное, и это рекордная на данный момент величина. Ну что, что-то еще по корректору хочешь сказать? Да, можно говорить много, Юр, но, наверное, достаточно по корректору. Что самый маленький в мире и самый удаленький. Он сегодня пришел, принес каких-то десяток новых корректоров. Только вышла 7-я, 8-я версия, 7-я для ММ и 8-я для МС. Только он уже нанес каких-то 11 там. Разработка продолжается. Вот сейчас у меня 10-я и 11-я версия. Это, значит... Вот 10-я и 11-я версия, если вот то, что Юра показывал, это 7-я версия была, вот плата 7-й версии. Они одинаковые, правый и левый канал. А 10-я, начиная с 11-й, вернее, версии, видите, у меня один канал длиннее, а другой меньше. Это потому, что здесь на одной из плат я разместил стабилизатор. Это... На каком чипе, скажи сразу? ТПА. Ну, вот это самое. Ладно, мы напишем там. Да, ТПА 7А39. Это чип техасовских инструментов, который вот здесь вот становится и два по паре электролитов еще. И получается, что у тебя вот в таком габарите уже и со стабилизатором, да. И кроме того, он функция радиатора там. Функция радиатора. В связи с тем, что в этих вот вариантах у нас вот тут есть 3 транзистора, 1, 2, 3, мощных таких относительно, которые греются до 60 градусов, вот в этой схеме. Это штатные, потому что они могут, в принципе, разогреваться до 125 градусов и должны работать. Здесь они греются до 65 градусов. Такой режим правильный, оптимальный. Так вот здесь вот разработано так, что вот эти 3 транзистора, вот 1, 2, 3, они имеют радиаторы на другой стороне печатной платы. Чтобы не увеличивать размер, мы использовали как радиаторы внешние, другую сторону печатной платы. Это более оптимальный вариант. Тогда греться будет еще меньше. Вот что можно сказать по, значит... Ну, я напомню, что радиаторы имеют смысл, когда есть некая конвекция воздуха вокруг этих радиаторов, потому что импульсных нагрузок в этом включении в предусилительных корректорах не предвидится, а на длительную да, работу... у нас практически все каскады работают в режиме класса А. Даже выходной каскад тоже в режиме класса А. С постоянной нагрузкой имеется в виду. Постоянная нагрузка, там генератор тока на выходе. И вот нужна либо конвекция какая-то. Николай считает, что будет встроенный в корпус проигрывателя любого, это достаточно для того, чтобы была минимальная конвекция. Вот если это внешним устройством каким-то вы выполняете, то нужно за этим следить, потому что я уже встречал разработки, люди говорили, жаловались, что у них маленький ящичек такой, они все компактно упаковали, и при этом сильно-сильно греется, они боятся за выход из строя. Но я им при этом советую, что понести напряжение питания до 15, 14, 12, в конце концов вольт, чтобы оно было вменяемый температурный режим какой-то был. Все, на этом спасибо тебе за предусилитель. Рекомендую, то есть в Украине он продается компанией Имрад, вне Украины, то есть я где-то в Европе пытаюсь их показывать людям заинтересованным. Цель просто распространить информацию об этом чудесном совершенно устройстве, которое даже на слух звучит узнаваемо. Вот. А теперь пару слов расскажи о конечнике своем, о планах его выпуска, где, когда его можно купить, зачем. Понятно. Ну, по фонокорректору вроде все понятно. Он появился в 1981 году в первой публикации. Сейчас я его усовершенствовал. Точно так же я усовершенствовал, даже еще более грамотно, усовершенствовал ПМЗЧ высокой верности, мощник, который был опубликован в 1989 году.
Сейчас я разработал тоже ламдача высокой верности 21 века. Усовершенствование схемы того на современной комплектовке и совершенствованной схемой. Усовершенствованность схемы заключается в применении нового класса Абба в выходном каскаде. Это каскад, который от 10 до 30 раз имеет меньшее искажение путем добавления всего 2 резисторов постоянных в выходной каскад. Второй момент. Значит, этот мой класс Абба, он запатентован. У меня 2 патента Украины сейчас на схемотехнику. Ну не пугай людей, скажи АББА, а не Абба. Ну, Абба проще, АББА, почему? Потому что непонятно. он фактически состоит это, Абба, между прочим, я связался с менеджерами группы Абба, и мне просто нагнули ребята мои из Америки, да, что ты используешь Абба, да, я связался с аббистами и показал. Значит, мы во всем договорились. Абба относится к названию музыкальных, еще там каких-то косметологических и еще там каких-то товаров. Торговая марка Абба, фирма Music AG, которая, ну, где пела группа Абба, да, она относится только к вот этим группам товаров. К схемотехнике звуковых усилителей они не имеют никаких претензий. То есть то, что я назвал свой класс Абба, ну, АББА долго говорить, Абба проще. А почему АББА? Потому что у меня как бы в одном каскаде используется 2 ступени. Одна ступень с большим начальным током, тока коллектора, а другая с меньшим. Один как бы в режиме А все время работает, а другой как в режиме Б. Подключается только тогда, когда надо. Так это АБ обычно. Это не АБ обычно. Обычное АБ у тебя и есть... Чем класс Абба мой отличается от класса АБ? В классе АБ в начале пара работает в режиме класса а потом при некотором пороговом токе один из транзисторов просто вырубается и становится класс Б. То есть от 0 до какого-то, скажем, 100 миллиампер у тебя работает оба выходных транзистора, класс А, оба. Потом один отрубается, остается второй только, класс Б. В момент перехода из класса А в класс Б из 2 транзисторов один остается рабочий, а второй отрубается. В результате этого появляется как антиступенька. В другую сторону ступенька, понимаешь? Вот в режиме класса Б есть начальная ступенька, вот нету ничего, а потом появился сигнал. Это режим класса Б. А в режиме класса АБ эта микроступенька в другую сторону загибается, вот в тот момент, когда у тебя из класса А переходится в класс Б. Так вот, мой класс Абба заключается в том, что в тот момент, когда у нас как бы отрубается нижний транзистор класса А, остается один, он у меня включается второй каскад, тот, который был выключен. То есть, грубо говоря, 4 транзистора. Вот первая пара и вторая пара. Первая пара от 0 до какого-то 100 миллиампер работает и верхний, и нижний. В 100 миллиамперном выходе, да, в переходе, у меня нижний транзистор отрубается, но у меня к верхнему вот этому подключается верхний второго, который был отключен. И таким образом у меня тоже продолжается 2 транзистора работать. И усиление не падает, как в режиме класса АБ. То есть нету антиступеньки, как в режиме класса АБ. За счет этого у меня коэффициент гармоник получается от 10 до 30 раз меньше. Причем дополнением, без увеличения глубины обратных связей и без каких бы то ни было побочных эффектов.
К сожалению, наверное, по времени у нас не получится рассказать полностью про усилок мощности. Я единственное, что покажу, вот печатные платы одного из вариантов этого ОМЗЧ. Вот, собственно, ОМЗЧ. Вот. Понимаешь? Вот блока питания. Вот тут это самое, схема этого самого трансформатора. Еще там и регуляторы уровня, регуляторы, индикаторы. Вот все платы этого одного из вариантов. Вот это комплект? Вот это вот комплект Такой Юра, по максимуму. Потому что не просто сам усилитель, а управлялка. Управлялка громкостью. Громкость регулируется, значит, как от энкодера, так и от смартфона через Bluetooth. Вот, можно и через интернет дистанционно включать, выключать, автоматика. Вот, это все вот эти платы одного из вариантов. Сейчас у меня, как говорится, в исследованиях находится уже 5 вариантов этого усилка. 5 разных разработчиков плат, вот 5 разных вариантов. То есть окончательного дизайна еще нету, да? Окончательный дизайн, в принципе, уже практически есть схемы самого усилителя. Плюс у нас, значит, регулятор громкости не резистивный, а на МУЗе 72323. Это специфическая микросхема. Та же самая, что МЮЗ-03 на входе усилка. Она имеет, эта фирма выпускает лучший в мире цифровой регулятор громкости на МЮЗе 72323. Плюс ESP-302. Это микроконтроллер, который всеми функциями включения, защиты, дистанционка, все прочие вещи через ESP32, через микроконтроль. Плюс индикаторы красивенькие, ты не видел, да? У нас большие стрелочные индикаторы. На картинке видел. На картинке видел, то красивенькие, скажи, да. Это оказалось, что какая-то французская фирма тоже, такие же индикаторы, они смотрятся потрясно, да. Вот. Ну и прочие функции, там же не голая плата усилителя. Усилитель-то состоит из регуляторов, управлялки, дистанционки, включалки, выключалки, защиты и все. Вот выпустить конечник просто ты не хочешь? Хотеть-то я хочу. У нас и будет первый вариант именно только оконечник. Без регуляторов тембра, без нифига. Регулятор громкости и все. Одна ручка регулятора. Да, и то не нужно. Рудимент. Зачем регулятор громкости? Вон, посмотри, усилитель без регулятора громкости. Юра, это конечный усилитель. Юра, есть такой вариант, нет вопросов. Уберем и ручку регулятора громкости. Будем управляться только с этого самого, с дистанции. Ну просто люди ждут, понимаешь, ждут. Юра, как я жду? Если бы ты знал, как я жду, я тоже очень жду. Понимаешь? Но не хочется, мне хочется сделать не просто усилитель, а как вот тот усилитель был ВВшник, да? Он лучший, самая повторяемая конструкция прошлого века. Так вот, мне сейчас хочется сделать тоже аналогичный усилок, который, с фонокорректором я точно скажу, что это фонокорректор 21 века, 100%. Лучше его уже не сделать. Так я хочу сделать так и усилитель мощности, чтобы лучше его тоже не было. У него расчетные такие характеристики, которые ни Акуфейзу, ни Нельсону Пассу, ни Маранцу никому не снились, потому что искажения изменяются в худшем случае 1 или 2 100-тысячных%. 1 или 2 не 1 тысячная, не 1 десятитысячная, а 100-тысячная, Юра. Понимаешь? Но хочется это реализовать в схемотехнике, в микрокапе. Это реализовано. Это так, в железе еще пока нет. В железе пока у нас получилось у меня
минус 138 дБ искажения. Это тоже там очень мало, но еще там 10 или 20 или 30 до того, что теория. Еще, ну, минус 138 дБ, ну-ка найди усилок мощности. Не найдешь сейчас усилков мощности с искажениями минус 138 дБ. Вот. Оно уже сейчас в железе у нас лучше, чем тут, но еще не до конца. К сожалению, видишь, я тоже слегка приболевший, и мой напарник тоже слегка приболевший, вот, с такими болезнями, которые требуют достаточно длительные сроки реанимации. Слушай, народ еще хочет узнать, почему твой корректор лучше ламповых, и почему ламповые не могут составлять ему конкурент. Лампы имеют большой плюс. Не только по корректорам, а по усилкам. Знаете, какая у ламп большой плюс по сравнению с транзистором? У ламп нету ступеньки, искажения ступеньки. Вот у усилков класс Б, класс АБ это ступенька. Двухтактные. У ламп этого нету. Лампы, даже когда они двухтактные, у них там вместо вот такого вот завиеватости вблизи нуля, у них там все ровненько. Но лампы имеют, как это правильнее сказать, на больших мощностях хуже себя ведут, чем транзисторы. Они в нуле хорошо. Вот ламповые усилки чем хороши, что они на малых громкостях бесподобно играют. Вот наш ВВшник тоже на малых громкостях, благодаря классу АБА, звучит не хуже любого лампового. Потому что мой подход это обеспечить звучание там, где надо. То есть при малых уровнях и средних громкости на высоких и средних частотах. Это у транзисторных усилков обычно коэффициент гармоник вот так вот, помнишь, вот он вверх идет, а потом, когда снижается мощность, да, она не уменьшается, а вот так вот идет, тоже вверх идет. То есть особенно в классе D, то что называется, при уменьшении громкости, при уменьшении выходной мощности искажения возрастают. А здесь они не возрастают. Нет, я хотел спросить о входной лампе в предусилителях корректора. В корректора. Лампы для корректоров всем хороши, вот, но они шумят, сука. Да, вот хотел. Они шумят в лучшем случае в 3-4 раза выше, чем средненькие транзисторы. То есть получить соотношение сигнал-шум в ламповом корректоре выше, по-моему, 70-80. Выше 70 нереально. Теоретически невозможно. Да. Не говоря о том, что они наверняка содержат трансформатор, который сам по себе является не очень. Ну, для корректоров лампы уступают полевикам. Вот биполяры на входе плохо. А полевики, как у меня здесь, у меня тут стоит GFE 2140. Самый современный полевик. Вот. У них по отношению к лампам, во-первых, попробуй в лампадных сделать такой габарит. И не сделаешь. Не, ну габарит это отдельно. Но у ламп больше шумы, как говорится. Лампы шумят, ну, лучшая из ламп шумит в 3-4 раза выше, чем средненький полевик современный. А лучший вот этот вот полевик еще раза в 2 лучше. Я бы к этому хотел добавить такую простую вещь, понятную на бытовом уровне, что если бы что-то было лучше, чем предложенное, но имеется в виду ламповый усилитель, то их бы выпускали и впредь, но их уже не выпускают, равно как и оконечные усилители. Вся студийная техника вообще делается в классе D. А там работают не самые темные звуки люди, и стоит эта техника не самых малых денег, допустим. Вся протехника, которая играет на стадионах и так далее, в студиях, тоже класса D. Короче говоря, к тому, что если на лампах чего-то не делают,
то, видимо, это никому не нужно, и они уступают, видимо, по всем параметрам. И габариты здесь, ну, я думаю, ни при чем, потому что мы говорим о высочайших технологических достижениях, которые могут быть применимы нами с вами вот для воспроизведения звука. То есть там габариты хоть полкомнаты, ну, так скажем. Поэтому это не основное, как бы. А вот качество, о котором рассказал Николай, о котором все вы знаете, что оно измеряется какими-то конечным набором параметров. При этом есть оценка творческая и техническая. Вот мы сейчас обсудили технический аспект. То есть привели какие-то цифры, привели способы достижения этих цифр. С другой стороны, творческая оценка может вообще противоречить цифрам. С другой стороны, творческая оценка может вообще противоречить этому. Вы можете послушать два варианта и сказать, что технически хуже вариант вам нравится больше, как звучит. И вы будете, с одной стороны, правы, а с другой стороны, нужно все-таки наступить себе ногой на горло и как-то расти. Например, я встречал неоднократно такую ситуацию, когда все в цепях на приблотненные... Место закончилось в телефоне, запись остановилась. Ну, ладно. Я пишу. Когда приблотненные Напишу, я люди, потом слушающие Мурку, накупившие себе дорогой техники, через пару лет слушали джазовое трио только потому, что они из качества звучания стали больше принимать контент, и стали больше понимать музыку, и уже не Мурку слушали, а там что-то, те же самые джазовое трио. На этом я хочу поблагодарить тебя, Николай, за эту встречу. Было очень здорово. Здесь несколько людей, которые хотели с тобой увидеться. Спасибо и до следующих встреч. Я думаю, мы еще... Ну, всем вам тоже спасибо. Звоните, заходите ко мне на сайт, регистрируйтесь у меня в Патреоне. Это самый оптимальный вариант. Ссылку на него мы дадим. Да, ссылочки будут. В Патреоне я ежедневно, там, 1000 у меня пользователей, я постоянно отвечаю всем на любые вопросы. Здорово, спасибо. Да, спасибо. Спасибо вам. Будь... Ты вот это включал? Угу.